Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу невероятную историю падения с 10-тысячной высоты. И это история стюардессы, которая смогла выжить и достойно прожить свою жизнь. Весна Вулович, стюардесса, которая, как ни странно, пережила воздушный взрыв реактивного лайнера над Чехословакией в 1972 году после падения на снежный холм на 1000 футов. Обладательница мирового рекорда высоты, выживших при свободном 10 160 метров без парашюта, согласно книге рекордов Гиннесса. Она родилась 3 января 1950 года в Белграде. Решила стать стюардессой, когда увидела подругу в форме югославских авиалиний и подумала, почему я не могу быть стюардессой. Эта история началась 26 января 1972 года в Копенгагене, где она была назначена в команду югославских авиалиний для полета в Белград. Она проработала в авиакомпании всего 8 месяцев, когда произошла авария. Через час после полета самолет ДС-9 взорвался над чешской деревней Сербока-Каменице. Вскоре самолет неожиданно разрушился, носовая часть с кабины пилотов отделилась от основного корпуса, и госпожа Вулович осталась внутри части разрушенного фюзеляжа, врезавшись в тележку с едой, и потеряла сознание. Сама Вулович не помнит момент взрыва. В месте падения фюзеляжа было обнаружено множество поломанных деревьев, а снег на холме смягчил падение. Части самолета оказались на расстоянии не более километра друг от друга, хотя обычно разрушения на такой высоте приводят к рассеянию фрагментов на многие километры. Книга рекордов Гиннесса сообщает, что падение произошло с высоты 33 тысячи футов, самое длинное зарегистрированное падение без парашюта. Чешские власти пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за взрывчатки в чемодане, которая разорвала самолет. Подозрения пали на последователей хорватской организации Усташи, но сама организация не взяла на себя ответственность. Расследование, которое провели 2 журналиста в Праге в 2009 году, поставило под сомнение эту версию. Они пришли к выводу, что ДС-9 был по ошибке сбит чехословацкими военно-воздушными силами на высоте всего 800 метров или около 2625 футов. Местные жители оказались на месте падения обломков самолета первыми. Они обследовали части самолета, пытаясь найти выживших. Крестьянин Бруно Хомке обнаружил Вулович, оказал ей посильную помощь и передал спасителям. Вулович находилась в коме и получила множество травм, перелома основания черепа, 3 позвонков, обоих ног и таза. Госпожа Вулович была единственной из 28 пассажиров и членов экипажа, которая выжила. Она была временно парализована от поясницы вниз и на некоторое время была в коме. У нее не было воспоминаний о полете или ее спуске. Менее чем через год она поправилась достаточно, чтобы ходить, но хромала. Она была удостоена чести Иосифа Тита, лидера Коммунистической партии Югославии, и часто отмечалась как национальный герой. Госпожа Вулович вернулась на работу в югославские авиалинии позже, в 1972 году, но на офисную работу, на которой она заключала контракты на перевозку, а не в качестве стюардессы. Продолжала летать время от времени без всякого страха. Госпожа Вулович была в разводе, жила на небольшую пенсию с 3 кошками, и брат был ее единственным родственником. Она не согласилась с тем, что удача сыграла какую-то роль в том, что помочь ей пережить падение с высоты 33 тысячи футов. «Если бы мне повезло, я бы никогда не попала в эту аварию, а мои мать и отец были бы живы», — сказала она. «Авария тоже разрушила их жизнь. Может быть, я родилась не в том месте, а может быть, это было плохое место».